Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы делаем проект по циклам. Называется он «Генератор таблицы умножения». Как это будет работать визуально, я сейчас вам покажу. У нас будет поле ввода и кнопка. В поле ввода я буду вводить какую-либо циферку, например, 6. После чего нажимаю на кнопку, и у меня вылетает вот такой вот результат. Если же я поменяю цифру на 9 или 8, то видите, после клика все пересчиталось. Также делаю, допустим, с тройкой, то же самое. Значит, наша задача реализовать вот такой вывод при клике на кнопку, используя JavaScript. Эта задача уже более сложная в сравнении с прошлыми проектами, поэтому тут нужно намного больше подумать. Изначально что будет у нас? У нас будет JavaScript, он будет выглядеть вот так вот, и в нем нам потребуется 3 тега. Поле ввода, куда я буду вводить нашу цифру, кнопка, по которой я буду нажимать, и div, куда я выведу результат работы. После того, как мы поняли, какие теги нам потребуются, можем переходить к следующему этапу. При клике на кнопку у нас выводится 10 вот этих вот прямоугольников. Получается, при клике на кнопку нам нужно делать цикл, который будет срабатывать 10 раз. Если мы уже вычислили, что нам нужен цикл, то я дам вам сразу же небольшую подсказку. Вот это вот циферка, видите, вот это по факту I, то есть итерация цикла. И наш цикл должен работать с 1 до 10. Поэтому я так и делаю. Я пишу цикл, который будет работать с 1 и до 10. Это будет выглядеть примерно вот так вот, где каждая итерация цикла — это I++. По итогу этого действия мы выполнили цикл, который работает от 1 до 10. Следующий наш этап — я буду выводить при клике что-то визуально на экран. Для этого реализовываю специальную переменную, по факту корзину, в которой буду накапливать наши итерации, наши вызовы цикла. И в эту переменную к старому значению буду добавлять новое, а именно с помощью шаблонных литералов напишу пока что вот такой вот дивчик. Внутрь дива с помощью специального синтаксиса передам I. После этого при клике на кнопку я сейчас ничего не увидел. Мне нужно вот эту вот переменную вывести в этот тег. И вот я сейчас смотрю на этот тег и смотрю на вот эту переменную. Понимаю один нюанс. 2 переменные имеют одинаковое имя. Из-за чего я уже не могу прописать нашу логику, мне нужно редактировать, потому что будет ошибка. Не может существовать 2 переменных с одинаковым именем. Поэтому я вот этот result переименую, назову его out. И уже после этого изменения я могу в out с помощью inner.html вывести нашу переменную result. Проверим, как это работает. Кликаю, и уже видите, хоть что-то, но появилось. Мне хочется сделать визуальный вид более привлекательным. Для этого мне нужно добавить немного стилей в наш div. Чтобы добавить стили, я в этот div добавлю класс. Пишу класс равно, и в него передаю такое слово, как row. Если я кликну повторно, то видите, внешний вид уже поменялся. На всякий случай добавлю, что row — это не зарезервированное слово, это самый обычный класс, который я ранее объявлял. В CSS это вот он, видите, это просто класс, у которого есть стили. Если вы не понимаете, как работает класс и как вот эта штука повлияла на внешний вид наших тегов, то ничего страшного.
Это по факту другой язык программирования, и, ну, если хотите, вы можете пройти мой отдельный курс, где я рассказываю про HTML и CSS подробно. Для нашей текущей задачи вам достаточно того, что вы добавите в дивчик класс со словом row. Больше вам ничего не нужно. По факту у вас же будет такой же исходник, как у меня, и там в стиле все точно так же уже заранее объявлены. Я повторю на всякий случай еще раз, чтобы мы все четко запоминали. Я для того, чтобы изменить внешний вид, добавил класс нашему диву. А именно класс равно вот эти вот скобки и внутрь слова row поставил. Row — это мой класс, который я ранее объявил. Объявил его ранее вот тут. Можем продолжать нашу реализацию. Значит, наша задача сделать что? Нам нужно сделать такой вывод, как в таблице умножения. Я себе вот тут вот сверху сделаю пример, чтобы я мог на что-то ориентироваться. Пример это будет как-то вот так вот. 5 умноженное на 1 равно 5. Или если я перепишу эту запись по-другому, то у меня 5 это по факту то, что пользователь ведет в поле ввода. Дальше иксик умноженное на i равно, ну и здесь математика. Математика это v умноженное на i. Окей. Если мы уже понимаем, какая будет формула вывода, я могу в начале вот тут вот в этом месте сделать переменную v и получить в нее то значение, которое пользователь ввел в поле ввода. Это будет выглядеть вот так вот. Нам должна быть максимально знакомая запись. После чего в выводе вот тут вот пишу шаблонные литералы, переменная v, пробел x, пробел i равно. Я еще не дописал, но давайте уже проверим, как на этом этапе будет работать наша логика. При клике я увидел, видите, визуальный вид как минимум в начале уже соответствует тому, что нам нужно. Если же я поменяю какую-либо циферку, то циферка автоматически поменялась. Все, что нам осталось дописать, это правильное значение вот в это равно. Если я поставлю опять наши шаблонные литералы и напишу сюда v умноженное на i, я по факту уже практически доделаю всю нашу задачу, при которой я буду вписывать сюда, ну давайте, 8, клик, работает. Какую-либо другую циферку, ну пусть будет 4, также сработало. Вот мы и выполнили нашу задачу с использованием шаблонных литералов и сокращенного синтаксиса. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда, в описании под видео.